Всем привет! Вы на канале Валерия Золушка. Приглашаю вас в новое видео. Сегодня буду организовывать пространство на кухне. Также будет мотивация на уборку. Покажу вам много покупок из IKEA. Так что, если вы любите такого плана видео, оставайтесь со мной. И всем желаю приятного просмотра. Сегодня я буду наводить порядок в квартире родителей. Здесь не так давно завершился ремонт. Родители переехали буквально несколько дней назад, и нужно все организовывать, расставлять. В IKEA мы купили вот такие контейнеры, и в них сегодня я буду организовывать сухие продукты. Решила показать вам сразу все покупки из IKEA. Многие любят такие обзоры. Мы приобрели вот такую большую фруктовницу. У меня папа очень хотел такую большую корзину или миску для фруктов, которая бы стояла на столе, всегда наполненная, красивая. И мне кажется, что вот эта фруктовница идеально вписывается в интерьер этой кухни. Она как раз в таком тоже скандинавском стиле. Купили салфетки, всегда берем такие салфетки в IKEA. Они очень плотные, и их здесь много. Купили полотенца для кухни. Тут в наборе 4 штуки. Такие полотенца, кстати, себе домой я тоже брала. Очень они мне нравятся. Это хлопок, они отлично впитывают влагу. И у них такая нейтральная расцветка. 2 полотенца в клетку, 2 в полоску. Мне кажется, что ими можно и пользоваться на ежедневной основе, и очень красиво на фоне их снимать какие-то блюда. Следующая покупка — салфетница в форме сердечка. Она идет еще из прошлогодней новогодней коллекции. И купили вот такие наклейки на мебельные ножки. Будем использовать их для стульев. Вот такой простой набор высоких стаканов. Тут уже кто-то, видимо, один стакан взял. Купили вот такие 4 салфетки под горячее. Сделаны они из водорослей. Мне очень нравится, как они смотрятся. Мне кажется, очень красиво и минималистично. И на Валберес я заказала кое-что из посуды. Взяла 4 чашки на подставке. Подставка красивая, под дерево. И 6 белых тарелок. И то, и другое с узором роза. Чуть позже тарелочки покажу вам поближе. Ну что, вот такие покупки. А я перехожу к уборке. Мне нужно перемыть все контейнеры, прежде чем насыпать туда крупы. Будет такая мотивация на уборку. Вы знаете, для меня как-то это было так муторно мыть все эти контейнеры, крышки с обеих сторон, потом еще все это вытирать насухо. Контейнеров мы на первое время купили 8 штук, но я думаю, что если что-то не будет умещаться, то мы докупим еще. Эти контейнеры по моему заказу покупал брат, и я когда на сайте на них смотрела, переживала, что они будут маленькие, что они будут как-то плохо смотреться на полке. Но забегая вперед, скажу, что у них оптимальный размер. Во-первых, в них как раз умещается стандартная пачка крупы. Во-вторых, они отлично смотрятся на полке. В общем, я не пожалела, что выбрала именно такие контейнеры, потому что как вариант у меня было еще заказать на Валберес такие прозрачные банки с крышками под дерево. Вот вы как раз видите здесь, что я насыпаю крупы, макароны, и как раз полностью вся пачка уходит в этот контейнер. Даже немножко места остается, но вот макароны влезли полностью. Кроме того, они очень аккуратно смотрятся, у них удобная крышка, она еще там такая просиликоненная, то есть хорошо надевается. В общем, я осталась очень довольна. Кстати, ребят, немножко отойду от темы, расскажу про квартиру родителей, про то, как мы ее купили, как мы делали ремонт. Если кто-то не видел эти видео, то оставлю подсказки вверху и еще внизу в описании под видео. Now I wanna burn all the bridges between us.
Хоть эти контейнеры и прозрачные, но я все равно решила приклеить наклейки с названиями круп. Заказывала я эти наклейки на Wildberries, и мне кажется, что с ними все так наглядно видно, что где лежит, потому что некоторые крупы, вещества одного цвета, например, рис, сахар, мука, сода, оно все белое, как-то сливается, а тут все сразу будет видно, что и где лежит. Я думаю, что родителям так будет гораздо удобнее пользоваться, когда ты открыл шкафчик и у тебя сразу все крупы подписаны. I've been stuck on your memory, but it's not like I need it. And you may have some history, but we don't have to repeat it. You made this mess and left me with the pieces. Вот такая красота у меня получилась, я осталась очень довольна, мне кажется, что даже результат превзошел все мои ожидания. Пишите, как вам нравятся ли такие контейнеры и вообще, как у вас организованы сухие продукты на кухне. У меня, например, на кухне все организовано в стеклянных банках, тоже из IKEA, но вот такая организация мне очень-очень понравилась. To just fly away. I don't wanna care. Здесь я переливаю жидкое мыло из вот этой заводской бутылочки в дозатор. Дозатор, кстати, тоже из IKEA. А в ванной комнате я купила для родителей диспенсер электронный, который делает пенку. А сейчас я приступаю к уборке, буду мыть полы и хочу сегодня рассказать вам о такой помощнице, умной швабре с отжимом. Вы знаете, я давно хотела приобрести такую швабру, потому что она моет в самых труднодоступных уголках. Здесь вот такая насадка, она крепится на липучках, и вот такое интересное ведро. Благодаря тому, что оно такое вертикальное с двумя отсеками, то насадка будет в таком вертикальном положении всегда сухая, и там не будут накапливаться никакие микробы. Кстати, в подарок еще идет тряпочка из микрофибры, мелочь, а приятно. Наливаю воду, я решила добавить немного универсального средства, хотя в принципе можно мыть простой водой, особенно если вы предпочитаете экологичную уборку. И что классно в этой швабре, что в одном отсеке она моется, причем там есть такие как бы резиновые шипы, за которые весь мусор будет цепляться, а второй отсек очень-очень классно отжимает швабру. То есть здесь нет такого, что нужно руками как-то касаться тряпки и вручную отжимать. Насадка для швабры сделана из 100% микрофибры. Кстати, там в комплекте идут две насадки, то есть одна есть запасная. И вы знаете, когда я мыла этой шваброй, то просто удивилась ее маневренности. Она реально достает в любом уголке, все можно тщательно промыть. Вы знаете, что дома я часто мою паровой шваброй, она классная, но, к сожалению, паровая швабра, например, не может забраться под кровать, куда-то в труднодоступные места, то есть там нужно отодвигать мебель и тогда мыть. А вот в этой швабре, что классно, что она может подобраться в любые уголки. Вот видите, как я в ванной комнате мою под тумбой, в туалете я мою под инсталляцией, и она прекрасно во всех вот этих труднодоступных местах справляется. Короче, в этот раз я получила просто удовольствие от мытья полов. Заказать такую швабру можно на Wildberries, я внизу под видео оставлю ссылку, и у нее очень-очень приятная цена. Я даже удивилась, что такая швабра стоит так недорого. Так что кому актуально, переходите по ссылочке. И напоследок, после всех манипуляций, я, конечно же, чищу ванну, раковину, чищу с помощью щеточки из IKEA. Кстати, я обратила внимание, когда монтировала видео, что у меня перчатки под цвет щеточки, но у меня здесь все из IKEA. И я еще протерла унитаз, но, знаете, ребята, у меня батарейка уже садилась, я просто не успела весь процесс заснять. И пока я наводила чистоту и порядок, конечно же, мы все проголодались, и я решила приготовить вот такой на скорую руку обед и засняла для вас весь этот процесс. Сегодня не будет каких-то таких изысканных блюд, все просто, но мы достаточно часто такое едим. Я приготовила индейку, просто порезала ее с луком, обжарила, потушила на сковороде. Причем, знаете, был такой прикол. У меня мама специально в новой квартире для новой плиты достала новый набор сковородок, и я поставила сковороду на плиту, включила, и я жду несколько минут и понимаю, что мне ничего не работает. Короче, мы поняли, что эта сковорода не подходит для индукционной плиты, и
Хорошо, что была запасная сковорода старая. Короче, было весело. Вот здесь я вам показываю как раз красивые тарелки, которые я заказала тоже на Wildberries. Я очень хотела, чтобы в квартире у родителей были такие красивые минималистичные тарелки, все в одной цветовой гамме, чтобы это был набор. И, знаете, из них есть просто нереальное удовольствие. Они настолько красивые. Мы еще отварили гречку и было лечо. Так что вот такой простой, но полезный и вкусный обед у нас был. Друзья, на этом буду прощаться. Видео у меня получилось в этот раз такое коротенькое. Но если вам было интересно смотреть, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. До встречи в новых видео. Всем пока!